Ну, в разном сидим. Скажут, это знак, они в разном сидим. Все, Они уже разведутся. развелись, и все, и от нас все скрывают. Блин, надо привыкнуть, что в камеру смотреть, а не в ноутбук, Гриш. Ну, точно. Блин, Спасибо. мы сейчас в ноутбук будем Спасибо, смотреть. что дала. Так, я тоже смотрю ноутбук. Так удобней. Ну, на себя, красавцев смотрим, а то, что надо у нас с людьми Красавцы. общаться, ну, видишь, они там сидят, все смотрят, их там много, их там наши 2000 почти. 2000. 2000 подписчиков. А вы что почти? Я не понял. Чем почти? Ну, у тебя надо спросить, что остальные? это такое. Неинтересно. Остальные убежали. Остальным неинтересно. Испугались меня. Так, ладно. А может, они меня испугают. Всем привет. Что не здороваешься? Ты ж поздоровался уже. Вот ты тоже здороваешься. А что, мы должны говорить всем привет хором, что ли? Кто-то один сказал. Ну ты тоже хоть поздоровайся. Ну ладно. Здрасте. Да. Да, то тебе. Да, тут. Ладно, давай. Ну давай. Ладно, давай здороваться не будем сразу начнем. Да. Мы что-то разучились здороваться, вообще одичали тут. Всем привет. Привет, ребята. Мы давно не записывали никакие влоги. Прям вообще выпали со времени. Очень много дел было, да, и лето вот как раз подошло. Хотелось погулять, но как обычно, можно сказать, лето... Да, лето мы провели в заботах, делах и в квартире, к сожалению. Короче, лето не удалось. Да, Как лето везде- у нас не удалось. Как везде в интернете пишут, было летом, но я этот день провел на работе. Да. Вот. Но зато у нас очень, что сказать, много накопилось вопросов от наших друзей, от подписчиков, вот, от вас, дорогие друзья. Спасибо, что подписываетесь на наш канал, смотрите. Вот. Ну, конечно, на все вопросы мы ответить не успеем. Да, Это очень мы- много времени займет. Мы Кратенько. отобрали самые такие частые вопросы и постараемся ответить на них по порядку. Первый вопрос. Переехала ли к вам мама и какая у нее ситуация с документами? Ну, кто будет рассказывать? Давай ты, мама, что я рассказываю. Мама к нам, конечно же, переехала. Вот. Первая, живет с нами уже она, получается, год. Даже чуть больше. Чуть-чуть больше даже уже по времени. Вот. Было много трудностей у нас. Подожди, с когда она документами. переехала? Она Переехала? переехала в августе прошлого года к нам. Моей маме помогала добираться свекровь, потому что я по состоянию здоровья не могла, честно говоря, в тот момент даже за ней поехать, потому что тоже мне не здоровилась. И дорога очень тяжелая туда. Вот. И я нужна была Грише рядышком, я всегда ему помогаю, и мы живем тем более вдвоем. Извини, перебью. Моя мама так сказала, говорит, Аня, если ты поедешь за своей мамой, то ты в таком состоянии, что мне потом придется за вами Да, обеими вести ехать. обоих. Да. Вот. Поэтому просто Поэтому у меня такой был период, что я худела и слабела, и, в общем, это лечилась долго потом. Вот, помогала свекровь добираться ей. Вот, ехали они почти 2 суток, добирались. Ну да, обычно. Получается, свекровь прилетела аж туда, в Казахстан, на 2 самолетах с Белгорода до Москвы, потом в Казахстан. Там в гостинице они ночевали в городе Павлодаре. Потом оттуда рано утром улетели и добирались опять до Москвы, потом поездом сюда. В общем, путь был долгий, 2 суток занял. Путь был тяжелый. Но моя мама, диабетик, она, в принципе, нормально перенесла стойко эту дорогу. Вот, и уже поздно ночью они приехали, 23 августа прошлого года. Моя вообще мама, жена бывшего военного. Даже Да, ей, убийца вообще. маме Грише вообще не привыкать, конечно, да. Она вообще стойко перенесла дорогу и все вынесла, вот, очень помогла. Привезла Даже- ее, доставила нам до самого порога, так Она сказать. даже умудрилась привезти нам несколько сувениров с Казахстана. На Да, мы память. по скайпу там, получается, в аэропорту по скайпу с нами связалась, мама Гриши, и по телефону, по скайпу нам показывала, какие сувениры, ну, чтобы на память что-то хоть купить, и купила нам сувениры. Ну, в общем, привезла, ну вот, потом мы попытались подать, получается, документы почти сразу на временное проживание здесь, в России, и возникли сразу проблемы. Выяснилось, что там есть ошибки в документах, есть документы, которых не достает вообще, хотя в Казахстане говорили, что все в порядке, вы можете выезжать.
А здесь на месте, посмотрев документы, сказали, что нет, у вас не все в порядке, и вам нужно еще там была путаница с фамилией, так как у моей мамы 2 брака было по жизни. И, в общем, там еще у нас был суд потом, в общем, это долго все затянулось. Наверное, не знаю, почти полгода моя мама вообще не могла подать на временное даже проживание. Но более 3 месяцев точно мы это все решали. Ну да. Весь этот вопрос. Когда она подала, В получается? сентябре она хотела подать, не получилось. И подала Она, по-моему, уже в апреле она подала. Да, в апреле. Она в апреле получила. 2017 получается. Нет, не в апреле, но где-то в марте она подала. Ну да, да. Ну где-то после Нового года где-то так вот. Да. Вот начало февраля, вот так где-то. Потому что в апреле она получила уже РВП благополучно. Вот нам и там документы пересылали с Казахстана, помогала там наша знакомая, хорошая землячка, мамина подруга, она очень нам помогала тоже, бегала Тетя там. Наташа. Тетя Наташа, да. Юрист хороший там И тоже юрист помогал. тоже там, да, связались с юристом в Казахстане, в поселке в этом, они там все решали, бегали, ну. В общем, слава богу, все обошлось нормально, потому что здесь сказали, что у вас там даже такая была ситуация, что чуть ли не назад возвращайся в Казахстан, потому что проблема такая была, что ее, мы думали, что удаленно мы ее не решим. Вот. Ну да, и уже у нас просрочка шла, ей уже выезжать надо было обратно Да, в Казахстан. была уже такая ситуация, что пока мы все это решали, пока ждали документы с Казахстана, у нее уже здесь закончилась регистрация. И у нас так получилось, что я тоже, это была зима, морозы, и мы что-то задержались и поехали буквально в последний день, когда у нее кончалась миграционка на 90 дней. И мы поехали на украинскую границу, и уже там переезжали на Украину, потом обратно. Оказалось, что на Украину не запускают без Да, приглашения. Нас не запустили там даже. Да. Меня вообще задержали саму. Дело в том, что маму пропустила, российская таможня пропустила в Украину, на ту сторону. А меня задержали, хотя у меня все было в порядке. А задержали потому, что я сильно похудела и не соответствовало мое лицо, не соответствовало с фото на паспорте. Когда я делала фото на свой паспорт, я весила 62 килограмма. А когда этот раз пересекала границу, я весила всего 54. И они говорят, девушка, это не вы на фото, вот докажите, что это вы. В общем, там меня там довели, вообще напугали на границе. Вот. Я думаю, я боялась, что маму мою сейчас выпустят с российской границы и уже обратно не запустят в Россию. А выяснилось, что еще и меня там. Меня же первые там задержали. Ну, в общем, в итоге как-то уговорами я им объяснила, что я болею, что я просто похудела. Они вроде как-то поверили. Там вызвали еще кого-то, там несколько человек, инспекторов, они смотрели меня внимательно. Ну, в общем, слава богу, все обошлось, но я очень сильно напугалась. Вот. Потом мы обратно въехали с Украины в Россию. Вот, благополучно опять на 90 дней сделали регистрацию. Это было до Нового года, да, еще? Это было, Гришка, я не помню. Да, это было, по-моему, до Нового года. По-моему, до. Да, потом мы Новый год вместе отметили. Да, Новый год мы отмечали втроем Да. в этом году. Вчетвером с Масяней. С Масяней, да. А я не помню, почему родители, по-моему, заболели, да? Родители болели. Да, они оба. простыли. Они не могли прийти. Они не могли прийти. Они не могли, потому что я, честно говоря, у нас строго, если кто-то болеет в семье, то мы стараемся как-то. Я вообще всю зиму проходила в маске медицинской, в автобусах и везде, потому что, не дай бог, мы очень боимся вирусных заболеваний. Но мне болеть нельзя, Мне поэтому... нельзя болеть. Вот. Поэтому я стараюсь. Поэтому мы тихонечко втроем встретили, ну, видели фотографии, мы выставляли как-то в Одноклассниках. Тут нам весело было, немножко подурачились. Вот. В общем, хорошо было. Вот. А потом с документами все решили. И вот мама весной подала, получается, уже на РВП. В апреле она его получила. У нас тут еще одна проблема была. Еще и милиция нас накрыла, штрафанула. Потому что мы же живем не на своем жилье. Да, мы живем на съемном жилье. А получается, мы с мамой были прописаны временно у родителей Гриши. И дело в том, что нас инспектор потом вызвал, мою маму в первую очередь, и сказал, что вы проживаете, вы прописаны на одной квартире, а проживаете в другой. А у нас сейчас строго. У нас сейчас терроризм в стране, мы очень строго сейчас всех проверяем. То есть, если вы живете вот на этой квартире, вы должны быть на ней временно зарегистрированы. Вот, то есть вы не имеете права быть зарегистрированы на одной, а проживать в другой. У нас получается, честно говоря, что она мама иногда и там жила, иногда и здесь жила. Но бы помогала и нам, и туда ходила. Вот, но там вещи, у нее все, там у нее были вещи, чемоданы, вещи да. все были у родителей. И мы пытались объяснить, что как бы, как вот нам быть, если человек и там, и тут, там, и там, мы же не можем по двум адресам прописать. Но нам сказали, что нет, вот раз она сейчас
как бы здесь Да, если она пребывает. больше пребывает здесь, значит, соответственно, она живет здесь постоянно, значит, она должна быть здесь прописана. Вот Ну, такая в общем, была ситуация. Ну и про меня тоже мы узнали, что я также должна быть прописана здесь, где вот я снимаю жилье. Ну, И, в общем, нас оштрафовали. штрафанули хозяина Еще- этой квартиры, что он нас не зарегистрировал, получается, и штрафанули мою маму. Он даже не знал хозяин Он квартиры. не знал, да, что он тоже был не в курсе, что надо, не знал такой закон. Я тоже сколько лет здесь живу, как бы не было Да. претензий никаких. А вот сейчас закон ужесточился, и они уже всех мигрантов отслеживают строго. Но это возможно из-за того, что теракты начались. Были Ну вот да, сложная и во террористическая Франции, обстановка в стране, в общем, да, они строго везде, теперь отслеживают. по всему миру. каждого. Боятся, видимо. И это самое. Ну, в общем, нас штрафанули. Вот. Мы даже не знали, еще и обратились депортировать вообще. Да, сказали, он нам сказал, как, мы уже, говорит, 70 человек, там буквально за месяц 70 человек, говорит, депортировали. И если вы сейчас не уплатите штраф, я, говорит, вам одну административку сделаю, вляпаю. Но если вы говорит, сейчас уплатите, то эта административка, она там через пару месяцев у вас там рассосется, она вам не повлияет на подачу потом документов в будущем. Ну, мы, разумеется, уплатили сразу, чтобы не было никаких проблем. Вот. Ну, вроде бы все нормально. Обошлось все. У нас, получается, мы поговорили с хозяином этой квартиры, и он нас любезно согласился прописать на это, на временное проживание. Спасибо вам большое, что Да. ваше положение. Очень выручило, честно говоря, даже. И не ожидали, что вот Потому что согласится мы человек. уже думали, придется квартиру менять, либо все Да, вместе. мы думали, что придется искать другую квартиру, искать хозяина, который согласится прописать нас временно. Тетя Света будет скоро, ну, Анина мама. Я ее тетя Света называю, то мама, то поэтому. Вот. Она сейчас уже скоро будет подавать на вид на жительство документы, буквально вот в В октябре. ноябре. В ноябре, В да. ноябре месяце, да, уже будет подавать на вид на жительство. Вот, подаст на вид на жительство. Она, кстати, у нас все это время жила без пенсии и до сегодняшнего дня. Сейчас она подаст в ноябре теперь документы и будет еще полгода ждать вид на жительство. И вот только через полгода она будет получать пенсию, у нас начнет. Ну, когда получит вид на жительство, будет сразу получать пенсию. Да. Вот. Она сразу подаст документы на вид на жительство и сразу автоматически на пенсию. Нам так касается в пенсионном фонде. Вот Аня уже у нас с момента, когда тетя Света получала разрешение на временное проживание, Аня А уже я получила. получила вид на жительство, я Да. получила в этом году. Вот, это Наконец-то. Да, я 3 года жила по РВП, вот, а в этом году я получила вид на жительство теперь. То есть теперь я имею право здесь жить 5 лет. Гражданством пока я не занималась. Если вот. бы Аня не занималась по определенным Да, по причинам, определенным причинам которые мы не расскажем получилось дальше еще. в следующем Не вопросе. успела. Вот. А Аня, если бы не была такой принципиальной, из-за того, что Ну да, у ей... меня уже давно было гражданство. Да, уже Я живу давно. уже здесь 5 лет уже. Да, уже давно было Не гражданство. выезжаю практически. Но из-за того, что ей говорили, что она приехала в Россию, вышла замуж за Да, я инвалида. где-то года полтора я Да. ничего не делала, вообще ничего. Кстати, Я кто-то- выезжала, езжала на Украину. Кто-то ляпнул, что вышла замуж за инвалида, чтобы получить российское гражданство. Вот Аня из принципа его и не делала. Я нет, не занималась. Ну а теперь уже мама здесь, уже, как говорится, деваться некуда. Да, теперь уже, да, мы там все продали. Мама, кстати, в Казахстане выписалась полностью, вот, а я до сих пор там прописана, до сих пор там числюсь. Ну как прописана? Я прописана по месту именно вот поселка жительства. Не в доме, а вот именно дом-то Ну, мы то есть продали. ты еще не выехала на постоянное Я место числюсь, да, в жительства. Казахстане, я еще на ПМЖ не оформляла. На ПМЖ мне надо через Москву оформлять, через посольство, скорее всего. Я звонила. Раньше нужно было, кстати, выезжать туда, в место жительства, лично, и все оформлять. А сейчас они сделали услугу, что можно заплатить госпошлину, и твое посольство Казахстана, оно будет все делать удаленно. Я звонила сама в посольство, в прошлом году еще звонила, они сказали, что у нас теперь есть такая услуга с 2014 года, что вы можете, не выезжая, сделать ПМЖ прямо через посольство в Москве. Или в Питере, где есть посольство Казахстана. Ну, очень удобно. Да, очень удобно. Надеюсь, эти законы не изменятся, потому что ехать туда нет, это очень далеко и затратно. И хорошо бы решить это все через уже Москву. Вот. В общем, здесь теперь у меня вид на жительство есть, временная регистрация. Ну, вот. Мама сейчас, получается, тоже получит вид на жительство, получит опять же весной. И потом сразу будет подавать на гражданство, так как она, получается, рожденная в России, она же россиянка сама по происхождению. Вот. И она уже через месяца 3 примерно получит гражданство потом. То есть быстро все это будет. Вот. Такие вот у нас дела, в общем, с документами.
и какой у нас следующий вопрос? Следующий вопрос у нас такой. Когда вы купите дом Аниной маме? Вот, ну что? Тоже очень часто задают. Да. Она живет с нами, как мы уже говорили. Да, уже больше года. Больше года. Вот, живет она на кухне у нас. На кухне мы поставили диван, Да. купили комод, вот, телевизор повесили, взяли даже, потому что вообще заняться ей нечем. Ну как нечем, она всю осень закрутки крутит в этом году. Да. Помогает нам активно. В том году не успела. Да, в том году не успела, потому что приехала уже в августе. В этом году она бегает помидоры, где-то там по рынкам собирает, уже сама ориентируется, сама научилась ездить в центр города. Вот. Накрутила очень много закруток. Под столом у меня Да, компьютер, пока под столом банки составили. У нас квартира небольшая, и очень летом было жарко, страшно. Вот. И она летом умудрилась это все крутить. Июль весь крутила, август. Вот. Так, ну вас не про банк спрашивают, Ну да. а про дом. Да, про дом. Вот. Но в этот год, как понимаете, мы не могли дом купить, потому что приехала она уже С документами. в конце, да, начала осени, с документами были проблемы, мы вообще не знали, что будет дальше. Вот. Но сейчас документы проблемы решили, и вот, наверное, уже в этом году, да, вот. Да, можно я перебью? Да. Я еще хочу сказать, почему дом мы не могли взять, потому что, во-первых, да, проблема с документами была, во-вторых, дом брать, это нужно где-то регистрироваться в области, это было бы неудобно, поэтому да, она у нас здесь регистрируется, в городе, здесь у ФМС, здесь удобнее просто даже все эти вопросы решать. Вот, тем более она не получает пенсию, вот, а мы, получается, с этой суммы, которая у нас на дом лежит, мы, получается, проценты, эти небольшие проценты, приходится нам как пенсию тоже ей выплачивать, помогать, потому что вообще... чуть-чуть зарплаты, да, чуть-чуть зарплаты, ну, зарплаты мы полностью питаемся, полностью оплачиваем коммунальные услуги. Ну, у нас-то следующий где-то вопрос маме, есть. да. Ну, мы расскажем. Да, вот, ну, зарплату мы чуть добавляем к этим процентам, отдаем ей каждый вот месяц, чтобы у нее были свои какие-то деньги. Какие-то деньги, да, с этих процентов. Вот. Вместо пенсии. Да. Вот такая помощь. Вот, ну, она сидит все время, я начинаю деревенский, она сидит все время, как бы, ну, не сказать, что... куда здесь выйти? Не сказать, чтобы прям плачет, но видно, что человек очень тоскует по земле. Она все время смотрит всякие передачи по телевизору, кто-то там огородники, да, вот дачники все время сидит, что-то не плачет. Каналы. Да, вот, ну, очень, конечно, жалко, и уже мы решили, что даже буквально на этой неделе уже решили, что будем искать дома. Мы решили искать все-таки в этом году Да. дом. Мы хотели до апреля примерно додержаться, но, наверное, нет уже. Надо все-таки нам, чтобы весной уже она огород засадила, все-таки где-то как-то, чтобы у нас уже в следующем году были свои помидорчики, огурчики, все свое. Да, потому что она бегает, тут покупает, и она без закруток не может, тоже ей скучно, она бегает, у нас покупает овощи закрутки. очень здесь дорогие, Да, овощи. все очень дорого. Невкусные, честно говоря, дорогие, домашние всегда лучшие. Здесь и у них такая местность, здесь и груши у них, и абрикосы, и сливы, и все есть. И дома продаются с большими садами, плодовыми, то есть соблазн велик. И нам с Гришей будет где уже летом, уже будет где весной приехать, уже, пожалуйста, вот на свежем воздухе. Мы сидим в квартире здесь все лето, а так у нас будет возможность уже приезжать и дышать. У меня сердце очень болеет без свежего воздуха, да, из-за того, что в городе живу. Сумма у нас собрана небольшая, вот, там... Ну, хватит на дом примерно за 100 с чем-то километров. Хорошо, если за 60, за 70 мы найдем самым ближе. Ну да, надеемся. Но больше не хватит, конечно. Надеемся, что с удобствами все будет. Дома не дешевые здесь все равно. Ну да. Хоть многие поуезжали из-за того, что начался конфликт с Украиной, и многие испугались, что Да, граница рядом. приграничные у нас разъезжаются все люди потихоньку. Ну не все, но многие испугались. Уехали еще 2014 года, многие поуезжали. Сейчас как-то уже потише стало, что ну, как-то люди не так уже боятся, да, немножко успокоились. Потому что всякого ждали. Все-таки на границах там и танки, у нас здесь граница рядом, и танки здесь ставили, и все. Такая еще ситуация, что мама уже нет гражданства, и получается, она сможет купить только дом, а землю под дом на приграничных территориях она не может купить. Вот. Сейчас вот будем тоже этот вопрос решать. Скорее всего, наверное, будет Гриша покупать землю на себя, а мама будет покупать дом, потому что она не имеет права покупать в приграничных поселках, районах, покупать землю. Такие законы здесь. Вот. И будем искать дом уже теперь. Невзирая на то, что они приграничные, не приграничные, Ну да. будем искать все равно. Покажи бумажечку в камеру, а то люди, может, не верят, что у нас
список вопросов. Да, вот тут вопросы. На коляске. На коляске, да. Это всё. Если вы там слышите какие-то посторонние шумы, не пугайтесь, это у нас окно просто открыто. Потому что сейчас хоть и сентябрь, ну, несколько дней его В теплые. квартире душновато. Да, несколько дней теплые еще. Так, ну давай следующий вопрос. Так, следующий вопрос. Когда у вас с Гришей будет малыш? Очень часто задаваемый вопрос. Очень часто задаваемый вопрос. Когда вы уже снимете камеру свою, ляльку, а где же ваш малыш? А куда вы его спрятали? Многие пишут, да, Гриша не может иметь детей, у нее там вообще ничего Да, ниже пояса пишут нету. про меня, да, она бесплодная, она знала, что она бесплодная, поэтому она ушла за него замуж. Ну как бесплодность, у нас уже, конечно, Ой. у нас уже был один опыт, я уже много где об этом писал и говорил. Весной, что в феврале 2014 в года. 2014 году, да, у нас был плод замерший, неудачная на 5-й беременность. неделе. На 5-й неделе, да. Вот. Но мы тогда буквально узнали, и буквально, может, на следующий день, можно сказать, ну, может, через пару дней Ну, мы он замер. не успели порадоваться, только Да. не успели, как сразу узнали, что он замер. Ну, Да. и я не одна такая. К сожалению, это очень частые случаи. И что самое страшное, то что на любом сроке, даже на 7-м, на 8-м, на любом месте может замереть по всяким причинам. Да, это очень страшно. Ну ладно. И сейчас говорят, что просто экология такая и все прочее, поэтому Ну, очень много до сих таких. пор неизвестно, почему это. Ну, говорят, что очень много этих случаев. И когда я попала в больницу, девочек молодых очень много было с этими замерзшими плодами на ранних сроках. Ну, в основном на ранних сроках. Даже с двойнями приезжали, и с близнецами, и со всем. Вообще очень Ну, много. это было в 2014 году. Да. Ну, а в этом А сейчас году... продолжим. Да, а сейчас продолжим. Ну, а в этом году, вот, не знаю, вот видите, немножко подвинь голову свою, чуть-чуть. Смотрите, у нас лежит подушка для беременных. Сзади спиной. Да, такой рогалик. Да, вот. Может кто рожал, у кого есть дети, кто покупал такую подушку. Да, кто готовился в наш, или у кого растет животик. Тот уже Кому знает. уже нельзя спать на животике, Да. допустим, как мне. А я любитель спать на животике. Тот уже знает человек, Зачем это подушка? Да, зачем это подушка. Зачем она куплена и стоит дома? В общем, Анечка у меня уже на 5-м месяце беременности. Ну, 17 недель. 17 недель. Будем точными, 17 Вот. недель. Когда будет 17 недель? В среду. В среду, да. Вот, 17 так что 17 недель. Мы уже делали первый скрининг. Да. Скоро у нас второй будет скрининг. Да, своего представляю, делали первый. Малыш очень подвижный, прям там Да, бегает, да. шевелится, весь там убегает Весь куда-то. маму. Да, Мама такая дёрганая. дёрганая мама, да. Да. В Малыш. общем, у нас будет мальчик. Мальчик, да. Нам Вот. сказали. Хоть еще я видел, читал, что еще как бы рано ставить, но врач очень Ну, опытный. здесь у нас очень опытный, Да. ему сказали, что ему можно доверять, и он сразу мне на 14 неделе уже сказал, что точно, что будет мальчик. Вот. Решили назвать Алексеем, потому что, ну, мы всегда с Гришей, вот, даже когда мы с ним только стали встречаться, уже там планировали, что когда-нибудь будут дети, мы всегда знали, что если будет мальчик у нас, то он будет Алексей. Вот. А если девочка? Солидарно нравилось имя. Если То хотите? девочка, то Анастасия. Анастасия. Анастасия, да. Вот. А ты скажи, что у тебя дедушка, Ну оказывается. да, у меня дедушка Алексей Григорьевич. Алексей Григорьевич, у него дедушка Алексей Григорьевич, у нас получается тоже Алексей Григорьевич. Но мы не специально, мы сначала Так получилось. задумали имя, а потом уже поняли, что у нас... Поняли, что у нас дедушка, Да. оказывается, Алексей Григорьевич. У нас так получилось, что у нас когда свадьба была, я совершенно забыл, что у дедушки день рождения, 9 августа. И Да. когда у нас была свадьба, оказалось, что еще Да. у дедушки в этот день день рождения. Да, И то на есть, свадьбе... получается, было 2 Да. праздника. У нас даже было 3 праздника, потому что 13, если я не ошибаюсь, 13 августа у родителей Гриша была годовщина. Да. 30 лет совместной жизни. Жемчужная свадьба была. Жемчужная свадьба. То есть мы там 3 праздника отметили. И Да. нашу свадьбу, и день рождения дедушки, и жемчужную свадьбу Гришиных родителей. Все это было на нашей свадьбе. Так все случайно совпало. Даже мы не подгадывали. На самом деле. Так вот. Ну, еще, конечно, вы знаете, что во многих видео, допустим, видео Russian Today про нас с Аней, вот, я там на видео говорю, что хотел бы дочку, да? Да. Вот. У нас все свекровь хотела дочку, все хотят закон дочку, подлости. Помнишь, все мне что, хотели девочку. помнишь, мне что спросили, а если родится сын? Я сказал, нет. Говорю, будешь ты рассказывать, а то сын родится, обидится. Да. Вот закон подлости. Да, прям подлость. Ждем мальчика. Ну, будем надеяться, что все нормально, потому что я уже на сохранении успела полежать. Ну Вот. да. Все время есть какие-то у меня сложности со здоровьем. Вот, постоянно хожу в обычную больницу. Вот.
Но Аня еще такой человек, просто у меня она очень нервничает, она очень все близко к сердцу воспринимает. Есть, очень на самом деле, обидчивая. вот во время беременности сейчас я стала еще эмоциональнее, 10-15 раз сильнее, чем раньше. То есть стала я обидчивая очень. И обидчивая очень стала, воспринимаю все близко к сердцу. Даже сейчас видео записываем, она очень сильно дергается, нервничает. Да, Я видел, успокойся. если тебя никто не торопит. Пью витамины, пью сейчас магний, тоже магний мне прописали, он и нервную систему успокаивает, и для ребенка хорошо, и полезно. Вот. Но пока что-то прогресса не видно как-то от этого магния. Сейчас я начну там все записать. Аня, не нервничай, если ты будешь, нервничать, то будет беспокойный ребенок. Это все ерунда. У меня, когда мама была мной беременна и моим братом, она тоже очень много нервничала, тоже очень много переживала. Но тем не менее мы с братом родились очень спокойные, спали хорошо, маме кричали, да, много хлопот не доставляли. Ну, Вот. так вот. У нас уже... А еще такой расскажу случай. Мы когда догадались, что мальчика будет звать Алексей, вот, а девочку Анастасия. Но мы ждали, конечно, девочку, но нам главное, чтобы ребенок был здоровенький, чтобы все было хорошо. Все было в порядке. А по поводу это не так важно. Любить будем всех одинаково. Но все равно Аня меня все время спрашивала, а если родится мальчик? Я ей говорю, ну ничего, вырастет, будет тебе защитник. А когда мы узнали, что у нас будет мальчик, то мы решили посмотреть, что же означает имя Алексей. И залезли в интернет, означает имя Алексей, значит, что это защитник. Переводится как защитник. Ну, это написано в Яндексе, так. Ну, да. Там, каких-то источников. В общем, такая вот у нас перемена в жизни, такие вот события. Да, будем сейчас, надеяться, что все будет хорошо. Да, сейчас будет очень тяжело, потому что мы отдельно от родителей от моих живем, а Анину маму мы собираемся переселять в дом. Она собирается переселяться, она, конечно, сейчас помогает, но ей тоже, говорю, надо, что уже ей нужно уже регистрироваться где-то, уже надо будет, потому что по этим квартирам бесконечно она не может тоже. Ей нужно уже свое жилье, ей нужна уже своя регистрация постоянно. Да, постоянно. Все-таки это уже мы не можем, как говорится, уже оставлять, тянуть. Ане поднимать тяжелое нельзя, врачи запретили. Вот, я и сам, конечно, запрещал изначально, сколько мы знали про беременность. Поэтому сейчас в доме мои родители живут не очень близко и не очень далеко, но сюда постоянно ходить, чтобы посадить меня за компьютер. За компьютер тут 2 минуты посадить, но бегать туда-сюда тоже не очень удобно. Да, 20 килограмм поднимать, конечно, нельзя. Аня нельзя. Ну вот мы научили ее маму, она меня поднимает, сажает за компьютер. Со стула, на диван, она может со стула снять, на диван положить. Ну и обратно на стол. Да, но все равно усаживаю Гришу я. Вот, мама только переносит. Мама Гришина приходит тоже, она его теперь сама моет полностью. И туалет унитаз, все там. Если куда-то мы едем, сопровождает нас моя мама. Такси сажает, да, теперь потому что Аня не может больше мне машину посадить, по сажает лестнице, моя мама. по ступенькам я тоже не могу теперь его сносить. Вот. Тоже приходится звать родителей, чтобы они по ступенькам коляску снесли, либо его на руках снесли. Посадили мы, нам выбраться отсюда тяжело с этой квартиры. В общем, мы теперь постоянно с кем-то втроем ходим. Да. Это тяжело, конечно, морально очень давит, что нельзя не уединиться, не вдвоем побыть ничего. И тоже как бы у родителей свои привычки, свои дела. Да, ну приходится подстраиваться тоже, да. Под их помощь постоянно приходится подстраиваться. Раньше я могла Гришку под мышку и побежали там к кинотеатру, еще куда-то. Гришку под мышку? Гришку под мышку и все. В машину ругать его забросила и все, спокойно поехали. А сейчас уже все, нельзя. Мы даже бывает за вещами выйдем, там что-то купить, там обувь какую-нибудь, там даже из вещей. Мы обычно с Аней по 5 часов мы уже по магазинам шляться. Да, сейчас я устаю. Да. Я не могу, я уже через часа полтора говорю, я хочу покушать, я хочу попить. У меня слабость начинается. Я не могу теперь в шумные магазины пойти, потому что начинают мигрени, меня замучили мигрени. Да и родители с нами устают так долго ходить, да. лазить. Вот, и нервничаю я, и мигрень, и не могу, утомляюсь быстро, но все равно оказывается это все здоровье немножко. Вот. Ну, мне как сказал мой акушер-гинеколог, запомни, главное запомни, беременность это не болезнь. Да, видео у тебя а у меня какой был токсикоз, 4 месяца, я говорю, 4 месяца я вот ходила в колею, потому что был токсикоз. Он был без рвоты, но он был на запахе, я не могла выйти в город, потому что запахи даже канализации я за километр слышала, просто за километр. Проезжающая машина, проезжающая по трассе, у нас около дома, я не могла дышать. То есть запахи настолько были все острые, и в доме невозможно было.
Любой там от мебели запах, все. Я прям с ума сходила. Очень тяжело. После 12-й недели уже потихоньку стало полегче. Также у нас в подъезде очень сильно воняло этим летом, постоянно чем-то, то под окном, то в подъезде. Это так воняло, что мне приходилось в буквальном смысле затыкать нос, вот так вот заворачивать себя, чтобы пробежать в квартиру зайти, потому что дышать было нечем просто. Несколько раз вызывали ЖЭК, они там что-то делали, ремонтировали, потом запах вроде бы уходил. Вот так прям вот реально до рвоты было, просто до рвоты. У нас еще какие-то бессовестные люди на лестничной площадке постоянно ходили по маленькому. Да, вот на первом этаже здесь у нас прямо на лестничной площадке моча. И все лето. Не могли ничего сделать, не могли уследить, кто это делает. И, честно говоря, в этом доме, по-моему, вообще никому ничего не надо. Но так как мы не собственники, мы не лезем. Ну да, что-то там воняет, что-то валяется, мы позвоним, скажем. А так кардинально, чтобы собрать всех и сказать, что, ребята, ну посмотрите, что у вас здесь мочится прямо здесь на лестнице. Мы не могли весь дом собрать. Думаю, кто мы такие, чтобы собирать, объяснять. А люди заходят в лифты, они по этой лестнице здесь вообще не ходят. Вот. Они даже это не видят. А к нам запах шел прямо в квартиру сюда, невыносимый. И нам по этой причине даже пришлось съехать Гришиным родителям. Ну, Гриша раньше съехал, потому что он, когда я лежала на сохранении первые недели в больнице, он сразу съехал к родителям. И жил у них какое-то время, он жил у них, работал, все там находился. И я здесь побыла один день, и все, я пошла к мужу, говорю. И мы с ним там жили какое-то время, родители, там полегче уже как-то было в квартире находиться. Все равно так, у них чисто в подъезде, нормально все. Так, какой у нас следующий вопрос? А следующий вопрос у нас, в принципе, ну, Последний, самые да? основные, все закончилось. Последний вопрос. Все, а тут... Не, у нас еще много очень вопросов. У нас много, но да, есть просто о чем рассказать. это видео получается уже очень большое, поэтому... Да. Не будем затягивать. Да, последний вопрос у нас прочитаем. Нет, у нас тут, в принципе, все. Потом про Масяню еще. Про Масяню. Про Масяню у нас последний вопрос. Что у нас с Масяней, где она живет, как себя чувствует? Масяня сейчас на данный момент живет у моих родителей. Ну, она живет уже, получается, там 4 месяца точно. Ну да, как Аня забеременела, как начался у нее тостехоз, потому что Масяня ходит у нас по-прежнему в памперсах, она также болеет, она не поправляется, но чувствует она себя прекрасно, она бегает, бесится, у родителей там все с помощью стаскивает, укатывает. Им там весело теперь. Да, вот. Они ее там выгрузили. Отдали вместе с памперсами, с ее стулом белым. Да. Там они ее моют, переодевают. Она там у них резвится, бегает, ей там раздолье. Но они ее очень полюбили, потому что предыдущая наша кошка, ну не наша с Аней, а моя, родители моего брата, она была хорошая, но она была не ручная совсем. Да, в руки не давалась. В руки не давалась, но была очень злая. Вот. Ну, мы ее очень любили. Она умерла в прошлом году. Она уже старенькая была, умерла от рака молочной железы. Вот, очень ее жалко. Но вот родители не хотят никакое другое животное больше заводить. Ну, пока мы им спихнули Масяню. Да, им тяжело было пережить смерть той кошки. Мы им сказали, больше заводить вообще животных не будем, мама сказала. Ну, пока им они вынуждены с нашей вот заниматься там. А их не так привыкли, что она такая ручная, в руки постоянно лезет, спит с моим отцом. Она ласковая, да, кошка. Да. С отцом спит, залазит. Он спит, она ему на живот залазит, ложится и спит. В общем, они, да, подружились. Подружились, да. Тетя Света ходит иногда туда, к ним домой. Первое время Навещает ее. ходила моя мама, первое время переплинать помогала. Сейчас они как-то уже сами приспособились, Да. вот, с ней управляться. Но она сама периодически ходит ее навещает, потому что тетя Света приходит, она ее узнает, она от ней ластится, скучает тоже. Мы там пока еще ни разу не были после того, как дали, потому что, честно говоря, да, мы вот, тяжело получается, выбраться на съехали улицу. от родителей, и, когда жили там первое время, и больше мы там пока не были. тяжело просто выбраться тоже на улицу, здесь по ступенькам, и там до родителей Там тяжело забраться к родителям. Да, там тяжело забраться по ступенькам. Неудобно. Вот, в общем, такие вот у нас изменения в жизни. Надеюсь, полноценно ответили на ваши вопросы. Если что-то непонятно, спрашивайте, задавайте новые вопросы. Вот, ну, я отбираю, записываю. Аня в социальных сетях практически не сидит. Она говорит, социальные сети это зло, говорит. Вот. Я лучше уйду
в свои какие-то занятия, свою семью, свои дела. Там ничего хорошего, добра это социальная сеть не доводит. Ну, а я человек, как говорится, компьютер, я там работаю, общаюсь, поддерживаю связи какие-то, вот. Ну, да. Мне это надо и по работе, и по другим каким-то делам. Так что, если что, пишите. Буду рад всегда ответить на ваши вопросы. Все, всем пока. Спасибо. Всех целуем, спасибо за то, Спасибо, что да, вы что с с нами. нами. Подписывайтесь, если вы смотрите наше видео впервые, вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, может, дизлайки, тоже внимание. У нас тоже иногда прикалывается с моим знакомством, набирается. Да. Вот. Всегда, Особенно меня. всегда, да. Аня сильно воспринимает нас больше. Говорит, это мне дизлайк. Я говорю, тут ты знаешь, может, это мой дизлайк. Мы тут деремся Да, за за дизлайки. Да, делимся за дизлайки. Вообще, Что заработал дизлайк? Да. Вообще подписывайтесь на канал. Всем целуем. Всем пока. Всем пока.